Сегодня хочу поделиться с вами проверенным рецептом идеального классического медовика. Получаются мягкие, пушистые медовые коржи, пропитанные потрясающим сливочным кремом. Он очень прост в приготовлении, и все необходимые продукты легко найти в ближайшем магазине. А украсив его фруктами и ягодами, вы получите праздничный десерт на любое семейное торжество. Если вы еще не со мной, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Впереди еще много вкусных и простых рецептов. В ковш выкладываем 125 грамм рубленого сливочного масла. Всыпаем 200 грамм сахара, 7 грамм пищевой соды, щепотку соли и 35 грамм меда. У меня гречишный. Ставим на медленный огонь и, помешивая, растапливаем содержимое. После окрашивания в карамельный цвет снимаем с плиты и даем полностью остыть. Теперь вводим 2 яйца и смешиваем до однородности. Порциями просеиваем муку и перемешиваем. Как только тесто загустеет, высыпаем оставшуюся муку на рабочую поверхность и выкладываем тесто. Замешиваем мягкое податливое тесто, припыляя мукой при необходимости. Перекладываем тесто в пакет и оставляем в холодильнике на 2 часа или в морозильной камере на 30 минут. Снова припыляем рабочую поверхность и раскатываем тесто прямоугольник толщиной примерно 2 мм. Теперь формы диаметром 17 см вырезаем круги. Убираем лишнее тесто и аккуратно перекладываем круги на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 6 минут. Готовность проверяем нажатием пальчика. После нажатия готовый корж должен принять исходную форму. Остатки теста раскатываем произвольно и просушиваем в духовке минут 7. Он пойдет на крошку для торта. Готовые коржи полностью остужаем и уже после выкладываем друг на друга. Приготовим крем. В глубокую чашу вливаем 100 мл сливок жирностью 33 или 35%. Добавляем 200 грамм магазинной сметаны и 200 грамм деревенской жирностью не менее 30%. Всыпаем 150 грамм сахара и 1/4 чайной ложки ванилина. Взбиваем миксером минут 5 до вот такой консистенции. Крем получился невероятно нежный, воздушный, с легким ванильным ароматом. Это действительно самый лучший крем для медовика. Собираем торт. Кладем первый корж, устанавливаем кольцо по размеру и выкладываем пару ложек крема. Равномерно распределяем крем и укладываем следующий корж. Проделываем все то же самое до последнего коржа. Наносим ровный слой крема и немного оставляем для промазывания краев перед присыпкой. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник минимум на 3 часа для пропитки коржей и стабилизации крема. Корж для присыпки ломаем и измельчаем в чаше блендера. Если нет блендера, можно натереть на терке или измельчить скалкой, предварительно сложив кусочки коржа в пакет. Торт у меня простоял в холодильнике всю ночь и отлично пропитался. Остатками крема выравниваем края, тем самым заполняя образовавшиеся пустоты. Присыпаем крошкой вначале вверх, затем бока торта.
Для украшения я использую клубнику, голубику и свежую мяту. Торт получился мягким, ароматным и к тому же очень красивым. И он очень прост в приготовлении. Надеюсь, и вы оцените этот рецепт по достоинству. Желаю вам приятного аппетита! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и делитесь им с друзьями.